Всем привет! Эти люди просто брали топоры и рубили орудия своего производства, а затем шли на следующую фабрику и проделывали то же самое. Их организация была лучше, чем во многих военных подразделениях. Лудиты. Кто это такие и почему их история актуальна и сегодня? В мире прямо сейчас происходит очередной виток промышленной революции. Искусственный интеллект решает задачи дизайнеров и программистов, еду доставляют дроны, а чтобы пообщаться со службой техподдержки, с живым оператором, в банке или в магазине нужно пройти настоящий квест. Кто-то из нас с радостью принимает плоды этой революции, которые во многом упрощают жизнь, а кто-то отчаянно сопротивляется. Или из-за стремления сохранить сложившийся уклад жизни, или просто для сохранения работы. Точно так же сопротивлялись прогрессу английские ткачи 210 лет назад, которые в истории получили название лудитов. Лудиты – это участники протестов начала XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения лудитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к безработице. Их протест выражался в погромах и разрушении машин. С XV века шерстоткачество было бюджетообразующей отраслью английской экономики. Ткачи обеспечивали 50% доходов страны, а потому история британской экономики напрямую связана с историей ткацкого станка. Технологические новинки приводили к тому, что в XVIII веке доходы от легкой промышленности ежегодно увеличивались на 7-8%. Ткачи при этом пользовались массой привилегий, а их заработки были выше, чем у фермеров. Ткацкие производства тогда представляли собой небольшие семейные мануфактуры. А основные законы, регламентирующие работу ткачей и этих производств, были приняты еще в далеком 1563 году во времена Елизаветы I. Эти законы были направлены на то, чтобы ограничить число мастеров, сохраняя на высоком уровне их доходы и качество тканей. Закон запрещал организовывать самостоятельное производство, не отработав 7 лет в учениках, и ограничивал число учеников у каждого мастера. Однако с появлением механизированных ткацких и прядельных станков в производстве смогли участвовать и рабочие, не обладающие высокой квалификацией. В огромном количестве стали появляться нелегальные ремесленники, которые работали, как бы сейчас сказали, без лицензии. Стали открываться крупные ткацкие мануфактуры с большим количеством станков и производительностью в разы превышающие домашние производства. Разумеется, и цены на ткани резко пошли вниз. И если в 1669 году в стране имелось всего 660 ткацких станков, то в 1782 их было уже 20 тысяч, а в 1812 почти 30 тысяч станков. Машинное производство в корне меняло быт английских рабочих. На смену кустарному производству приходит фабрика и мануфактура. До этого английские ткачи работали на современный манер, удаленно, в своем доме или в съемном. Семья ткачей или нанятые работники производили продукцию по контрактам с продавцами тканей, которые часто поставляли сырье. В межсезонье женщины, обычно жены фермеров, пряли, а мужчины ткали. Причем ткачи сами создавали себе рабочий график. Высокая плата за их продукцию позволяла жить в собственном ритме. Работать на огородах, устраивать выходные, вечеринки и праздники. Фабрика же абсолютно разрушала такой привычный образ жизни. Едва возникнув, фабричное производство стало предметом всеобщей ненависти. Единодушно решено, писали участники одного из антифабричных митингов, что домашняя промышленность благоприятна развитию родительских, сыновних и братских чувств, процветанию семейного счастья и развитию нравственных и домашних чувств, составляющих залог общественного спокойствия, что фабричная система стремится к разрушению этих чувств и устоев, вводит молодых людей очень рано в самый дурной соблазн, угрожающий полным развращением и ведет к гибели. Фабричное производство разрушало ремесленные традиции. Квалифицированные ткачи стали не нужны, поскольку для работы на механизированных станках высокая квалификация не требовалась. На фабрике охотно принимали женщин и детей, которые соглашались работать за очень низкую плату. В результате дети ткачей, вместо того, чтобы в течение многих лет проходить путь от ученика до мастера, сразу становились к станкам. Новые механизированные станки всячески приветствовались, но лишь такие, которыми можно было пользоваться в домашних условиях. А те станки, которые могли работать только на фабриках, ткачи объявляли вне закона. Механические станки не только увеличивали производительность, но и позволяли изготавливать более качественную ткань с аккуратным рисунком переплетения и равномерной плотностью. Ткачи стали терять работу. Они вынуждены были либо снижать цены на ткань, или закрывать производство, но они больше ничего не умели, или идти работать на фабрике за низкую зарплату.
Работа на ткацких фабриках того времени представляла то еще удовольствие, особо не расслабишься. Надсмотрщики, система штрафов за малейшую провинность, низкие расценки, рабочий день по 12, а иногда и по 14 часов без выходных. В общем, резкий контраст по сравнению с традиционным домашним хозяйством. Повсеместно использовался женский и детский труд в среднем с 8-летнего возраста. Детский труд использовался с более низкой оплатой, но с теми же 12-часовыми сменами, что и взрослые. Также первые ткацкие фабрики были очень опасны. Техника безопасности отсутствовала полностью. Машины могли отрубить конечность, а иногда даже убивали рабочих. Шум ткацких станков был настолько оглушительным, что рабочие могли читать только по губам для общения. Воздух был пропитан хлопковой пылью, из-за которой рабочие кашляли всю жизнь. Ну а теперь представьте себе количество ткачей в Англии. Это была почти половина населения. Их возмущение могло стать крайне опасным и для экономики, и для правительства. Но англичане имеют давнюю традицию решать производственные конфликты цивилизованным путем. Поэтому ткачи не отправились бить морду своим конкурентам, а организовали митинги, а затем слали петиции в парламент. А когда же будем бить морду? Недовольство нарастало, и для начала массовых беспорядков оставалось только найти врага, виновного во всем. И он был быстро найден. Английские ткачи начали военные действия не против людей, а против станков. Погромы неугодных видов оборудования начались уже в конце XVIII века, когда промышленник Роберт Гримшоу на своей фабрике в Манчестере вознамерился установить 500 пряденных станков Аркрайта с управлением от водяных мельниц. Но успел установить только 30 штук. Дальше здание загадочным образом сгорело. Владелец догадался, что это никакая не случайность, и поэтому принялся строить новую фабрику в Кромдорфе, как можно дальше от текстильщиков. Заодно он организовал систему обороны вокруг фабрики с пушками и рвами. Ну и между делом поднял вопрос на рассмотрение в парламенте. Так в 1788 году появился знаменитый закон о защите станков. За порчу станка полагалось от 7 до 14 лет тюрьмы. В одной из английских газет того времени можно прочесть рассказ о борьбе с только что появившимся прядельным станком Дженни. 10 июля 1776 года в Шелтон-Маллете в графстве Уилтшир собрались толпы рабочих. Они двинулись к зданию городской думы и потребовали от властей запретить употребление Дженни, так как они для них убыточны. Военной силы в городе было немного, а угрожающий вид толпы привел властителей в такое смятение, что многие из них вообще сбежали из города. Рабочие, видя, что на их просьбы никак не реагируют, бросились к исправительному дому, где заключенные пряли пряжу при помощи Дженни, и попытались проникнуть туда. Небольшой отряд, отразивший их нападение, в конце концов уступил силе, и рабочие ворвались в помещение, ненавистные Дженни были разбиты на 1000 кусков. Собравшиеся вновь войска дали залп по нападавшим, 5 зачинщиков в поломке машин были арестованы, 6 убиты, а остальные после этого разбежались. Самым забавным этой истории было то, что после введения механизированных прядельных станков Дженни зарплата прядильщиков выросла в 2 раза. Такая судьба постигла многие изобретения тех лет. Первые образцы разбивала возмущенная толпа, а спустя несколько десятилетий новинка успешно внедрялась. Разрушители машин стали называть себя луддитами в честь полулегендарного подмастерья Неда Лудда, который проживал в городе Лестере где-то в середине XVIII века. Про него известно лишь то, что однажды, когда после чересчур эмоциональной беседы подмастерья с хозяином мастерской была вызвана полиция, Нед Луд так обиделся, что схватил молоток и разбил свой вязальный станок для чулок. С тех пор появилась поговорка «поступить как Нед Луд», то есть разбить свой станок. Луддиты называли его «король Луд», «генерал Луд», а его подпись стоит на манифесте рабочих того времени. Исторически не подтверждено, существовал ли Нед Луд на самом деле или нет. Движение луддитов было хорошо законспирировано. Каждый активный член общества приносил специальную клятву верности. «Я торжественно клянусь, что никогда ни одному лицу под сводом небесным не открою имен тех, кто участвует в этом тайном комитете, их действий, собраний и потайных мест, одеяний, черт лица, наружного вида или всего того, что может привести к их раскрытию. Под угрозой изъятия из этого мира первым встретившим меня братом. В противном случае пусть самое имя мое будет вычеркнуто из жизни и никогда не вспоминается иначе, как с презрением и отвращением. Да поможет мне Бог и благословит меня и сохранит мою клятву нерушимой». Луддиты боролись не с машинным производством как таковым, а с вполне конкретными технологическими идеями.
Вообще слово «лудиты» впервые прогремело во время войны против так называемых широких ткацких станков, которые изначально были предназначены для изготовления дорогих изделий тканей, идущих на экспорт. Однако, когда в результате континентальной блокады Англии экспорт прекратился, такие станки стали использоваться для изготовления низкокачественной и дешевой продукции. Это нецелевое использование широких станков вело к снижению доходов по всей отрасли. Поэтому толпы, направляющиеся громить широкие станки, это были не какие-то пьяные дебоширы и погромщики, крушащие все подряд. Они крушили конкретно широкие ткацкие станки. 11 марта 1811 года лудиты подняли восстание в Ноттингеме, и в течение года движение распространилось по всей Англии. Главными очагами восстания были графства Ноттингемшир, Йоркшир и Ланкашир. Нападения на заводы, как правило, совершались ночью и проходили очень стремительно. В результате таких набегов фабричное производство ткани резко упало, а цены на ткани резко выросли. Лудиты действовали очень организованно и не ограничивались набегами на фабрики. Многие из них имели военное прошлое, поэтому в рядах восставших были установлены армейские порядки. Например, проводились регулярные учения вдали от крупных городов, чтобы избежать столкновения с отрядами, которые были брошены на подавление бунта. Чтобы вы понимали масштаб проблемы, речь идет о 12 тысячах солдатах регулярной армии. Движение было массовым, но точное количество его участников определить сложно. Некоторые источники пишут, что число лудитов доходило до 10 тысяч. С ними очень активно боролись. Их первыми противниками, конечно, стали владельцы самих фабрик. Они начали объединяться, вооружаться, нанимать охрану для фабрик и штрейхбрехеров для работы на механизированных станках. Вот как описывают современники действия лудитов. Приблизительно в 12 часов фабрика Форстера была окружена большой толпой замаскированных и вооруженных лиц. Они поставили сторожевых у всех входов и вломились в арсильное отделение. Здесь они изломали на мелкие куски стригельные машины, потом направились в другие отделения и уничтожили всю пряжу, еще побили все окна. В самом начале действия от главного отряда отделилась небольшая группа и направилась к квартире сыновей фабриканта. Выбив двери, нападавшие вошли в комнату молодых людей и потребовали под страхом немедленной смерти выдать им ключи от фабричных зданий. Двух жильцов они связали, а остальным приказали сопровождать их с ключами. После того, как машины были разбиты, лудиты подожгли все постройки и удалились. Порой фабриканты оказывали сопротивление. 8 апреля 1812 года 120 лудитов напали на мельницу Роуфулд сразу после полуночи. Но владелец мельницы был готов, его люди бросали огромные камни с крыши и застрелили 4 лудитов. Уничтожались не все подряд станки, а только те, из-за которых в конкретном районе появлялись проблемы. Например, в Мидлендсе под раздачу попали вязальные станки, которые производили дешевые кружевные изделия. Центром борьбы с широкими станками стал Ноттингем, расположенный неподалеку от того самого Шервудского леса, в котором некогда скрывался легендарный Робин Гуд. Каждый владелец широких станков получал уведомление, что если он будет продолжать использовать эти станки для изготовления дешевых низкокачественных изделий, то оборудование в мастерской будет уничтожено. Вот на этом листке написано: «Никакой генерал, кроме Луда, не принесет бедняку счастья». В судебных отчетах того времени содержится, например, рассказ о том, что 14 ноября 1811 года одному предпринимателю в Бельвилле лудиты направили предупредительное письмо. В письме был указан срок, после которого борцы с машинами перейдут к активным действиям, поэтому хозяин успел вооружить своих слуг и домочадцев. Ночью к нему подошли вооруженные лудиты и потребовали их впустить в мастерскую или выдать станки. Получив отказ, нападавшие начали обстреливать дом, но были встречены залпами, причем одного из нападавших подстрелили. Однако они в конце концов взломали дверь, проникли в помещение и все равно уничтожили все ткацкие станки. Газетные репортажи тех лет кажутся ремейком баллада о Робин Гуде. В Шервудском лесу лудиты напали на транспорт, перевозивший ткацкие станки, и сожгли их. А на следующий день ему удалось разбить еще 55 станков. Ни предприниматели, ни городские власти были не в состоянии защитить разбросанные по разным мастерским широкие станки. Как и во времена Робин Гуда, шериф Ноттингемский не мог справиться с неуловимыми мстителями. Не спасло положение прибытия регулярной армии, поскольку охранять одновременно все мастерские было просто невозможно. Никакого труда не составляло дождаться того момента, когда охрана уйдет, и разгромить все, что следует. При этом владельцы тех мастерских, которые выигрывали от разорения конкурентов, организовывали сбор средств в пользу лудитов.
Выступления ноттингемских лудитов поначалу были бескровными. Они ломали машины, но принципиально никого не убивали. Стоит ли удивляться тому, что их действия пользовались поддержкой населения? Поймать разрушителей машин никак не удавалось, поэтому пришлось пойти навстречу ткачам и повысить им зарплату. Эти уступки широко рекламировались через газеты. На фабриках организовывали настоящую шпионскую сеть из сочувствующих лудитов. Те рассказывали, где и какие станки располагаются, как организовано дежурство охранников и прочее. Если можно было обойтись без масштабного штурма, а совершить диверсию, то лудиты так и делали. Иногда действия лудитов носили откровенно издевательский характер. То, что они вытворяли тогда, сейчас назвали бы перформансом. Например, неожиданно напав на охранявших мастерскую солдат, борцы с машинами разбили все, что считали нужным, а затем, разрядив ружья охранников, вежливо пожелали солдатам приятных сновидений и удалились. В другой раз разбитый станок был к восторгу публики помещен на крышу местной тюрьмы. Война с лудитами приобрела черты обычной борьбы с рабочим движением. Власти стали внедрять в отряды осведомителей, по доносам которых впоследствии проводились аресты. После того, как лудиты стали уничтожать не только станки, но и хозяев мастерских, британский парламент принял закон о смертной казни для разрушителей машин. Периодически проходили самые настоящие бои между лудитами и солдатами регулярной армии. Политиков, желающих сделать себе имя на выступлении ткачей, просто не могло не появиться. Но интересно не то, что такой политик появился, а то, что им оказался никто иной, как лорд Джордж Гордон Байрон, знаменитый поэт. Причина политических выступлений Байрона была проста. В начале XIX века литература считалась занятием недостойным аристократа, а вот политическая карьера вопросов не вызывала. Экстравагантный лорд умел красиво говорить, а права человека всегда были выигрышной темой для парламентских речей. К тому же Байрон, как все романтические поэты этого века, больше всего ненавидел буржуазию, а в разрушителях машин он видел борцов с ненавистным ему капитализмом. Начинающий политик готовился к своему выступлению как к спектаклю, предварительно написав речь, а затем выучив ее наизусть. Вот несколько слов из его выступления. Хотя сам я неизвестен ни в палате в целом, ни даже кому-нибудь из отдельных ее членов, все же я, как человек, связанный с графством, где имели место эти прискорбные события, вынужден просить вас, милорды, оказать мне снисхождение и выслушать те несколько замечаний, которые я хотел бы сделать по данному вопросу, глубоко меня волнующему. Бесспорно, владельцы усовершенствованных станков потерпели значительные убытки. Эти машины должны были принести им большую выгоду, ибо каждая заменяла собой несколько рабочих, а тем, стало быть, предоставлялось умереть с голоду. Но не говоря уже о явной несправедливости и очевидной бесполезности Билли о смертной казни, неужели в ваших законах еще недостаточно статей, карающих смертной казнью? Мало разве крови на вашем уголовном кодексе, что надо проливать ее еще? И каким образом намерены вы осуществить этот биль? Можно ли засадить целое графство в его собственные тюрьмы? А может быть, вы поставите по виселице на каждом поле и развешаете людей вместо пугал? Ведете военное положение по всей стране? Сделайте приятный подарок королю, вернув Шервудский лес в его прежнее состояние заповедника для королевской охоты и убежище для объявленных вне закона. Этими ли средствами вы надеетесь умиротворить голодное и доведенное до отчаяния население? Речь вызвала огромный скандал, но, защищая лудитов, лорду Байрону не удалось ни сделать карьеры в парламенте, ни провалить биль о смертной казни для разрушителей машин. При этом, если верить статистике, из нескольких десятков тысяч станков было уничтожено всего 900. Однако не без помощи Байрона движение лудитов стало красивой легендой. Итак, уничтожение машин было объявлено преступлением, караемым смертной казнью. За информацию о лудитах власти назначили награду в 200 фунтов стерлингов, это около 14 тысяч долларов на сегодняшний день. Многие рабочие решали использовать столь щедрое вознаграждение и сдавали своих недавних товарищей. В какое-то время войска занимались подавлением лудитских восстаний сильнее, чем сопротивлением Наполеону на Пиренейском полуострове. Последним крупным событием для лудитов стала революция Петрича по названию одноименной деревни. Иеремия Брандерет, бывший рабочий, активно участвовавший в событиях лудитов, стал жертвой дезинформации агента полиции, который подбил Иеремию вывести около 200 лудитов на марш справедливости. Они отправились в Ноттингем, мол, там к ним присоединятся еще 50 тысяч рабочих Лондона, и огонь революции вспыхнет с новой силой. Это все было ловушкой, всех лудитов схватили, и многие получили большие тюремные сроки.
Иеремия же вместе с двумя самыми активными участниками были обезглавлены. К зиме 1812 года правительство побеждало. Информаторы и сыщики наконец-то установили личности нескольких десятков лудитов, и в течение 15 месяцев 24 лудита были публично повешены. Еще 2 десятка были отправлены в тюрьму, а 51 приговорены к отправке в Австралию. Повешения возымели желаемый эффект. Деятельность лудитов более или менее сразу же прекратилась. Движение лудитов, несмотря на то, что им сочувствовали многие жители Англии, проиграло войну с техническим прогрессом. К 1835 году около 75% хлопчатобумажных фабрик использовали паровую энергию, а в Великобритании использовалось более 50 тысяч механических ткацких станков. Как ни странно, рабочих мест стало не меньше, а больше. Бывшие лудиты были вынуждены все-таки переучиться и бороться за более высокую оплату труда мирными средствами, например, путем создания профсоюзов. События, аналогичные действиям лудитов в Англии в начале XIX века, происходили и позднее. Например, в ходе бельгийской забастовки 1886 года рабочие уничтожили стекольную фабрику и виллу Эжена Бодо рядом с Шарлеруа. Толпа из 5000 человек всего за полчаса сначала разрушили оборудование фабрики, а затем полностью сожгли ее. После этого толпа разграбила и сожгла виллу. Механизация ткацкого производства в Британии имела продолжение и в индийских колониях, и причем весьма трагическое. Качество было одним из древнейших и наиболее развитых ремесел в Индии. Местные ткани славились качеством, они веками экспортировались в разные страны мира и приносили солидный доход индийским ткачам и купцам. Однако с приходом британского колониального господства в 18-19 веках положение ткачей резко ухудшилось. Британцы ввели экспортные налоги на индийские ткани и в то же время стали завозить в Индию дешевые фабричные ткани из Англии. А в 1818 году построили первую ткацкую фабрику на западном побережье Индии. Уже в 1819 году появилась информация о самоубийствах тех, кто терял работу. Многие ткачи пошли работать на фабрике, чтобы прокормить свои семьи, но даже там низкие зарплаты не были гарантированы. Работников сокращали, а других занятий для индийских ткачей не было, потому что ткачество в Индии было наследственным занятием касты чамаров. Эти люди просто не могли заняться чем-то другим, это не позволяло кастовое общество. Им не находилось другого места, где с одной стороны были бедность и угнетение, а с другой даже подметателю улиц по праву рождения было гарантировано рабочее место. Конкуренции у ткачей добавилась новая проблема. Английские компании вывозили индийский хлопок за рубеж вместо того, чтобы оставить достаточно его для местных. По данным статистики, в 1813 году в Индии было около 2,5 миллионов ткачей, а к 1834 году их осталось только 250 тысяч. В 29-30-х годах от голода умерло около 100 тысяч ткачей в провинции Бихар, а в 50-х годах около 800 тысяч в провинции Бомбей. В 1857 году многие ткачи присоединились к знаменитому восстанию сипаев и погибли вместе с другими повстанцами. Во второй половине XIX века, правда, принимались некоторые законы по защите индийских ткачей в условиях конкуренции с английскими фабрикантами. Были введены таможенные пошлины на 10% на импорт английских тканей в Индию, затем пошлины повысили до 20% и даже до 25%. Индийским ткачам стало легче, они даже вернули часть рынка, но их осталось слишком мало и не решилась главная их проблема. Промышленные товары все равно были гораздо дешевле кустарных. Но, кстати, и сегодня очень большое количество ремесленников в Индии производят ткани на ручных ткацких станках. Например, шелковые нарядные ткани для праздничных сари. В последнее время понятия лудизм, лудит, а также неолудизм стали вновь популярны и стали применяться к людям, которые борются с достижениями инновационных технологий. Но теперь это, конечно, не отчаявшиеся люди, борющиеся за выживание, а просто обеспокоенная чем-то часть населения. Например, современный лудизм проявляется в стремлении сохранить окружающую среду. Как известно, прогресс не всегда сочетается с экологией. В цифровом детоксе это сознательный отказ от использования смартфонов, компьютеров, интернета и прочего. Например, Билл Гейтс запрещал своим детям пользоваться гаджетами дольше 45 минут в день. Антиглобализм – это стремление противостоять росту огромных корпораций и их влиянию на общество. Антимилитаризм – передовые технологии часто сначала используются совсем не в мирных целях, и протест против их развития – возможность спасти человеческие жизни на войне. Есть, правда, и менее мирные примеры неолудизма. Гениальный математик Тед Качинский, преподававший в 1960-е годы в Калифорнийском университете,
Позже уволился и уехал жить в хижину без электричества и проточной воды. Анархист Качинский считал, что люди должны существовать на самообеспечении, независимо от государства. В 70-е годы он столкнулся с тем, что оторваться от цивилизации не так-то просто. Окрестности его хижины постоянно оказывались под угрозой застройки или загрязнения. Качинский решил, что должен перейти к широкомасштабной борьбе с обществом, которое подавляет истинные потребности людей и манипулирует массами. Это подтолкнуло его к терроризму. С 1978 по 1996 год, почти 20 лет, когда его наконец арестовали, Качинский организовал 18 терактов с помощью самодельной взрывчатки, которую он рассылал по почте. Мишенями Качинского стали, конечно, не ткацкие фабрики, а университеты и научные центры, потому что именно ученых Унабомбер считал ответственным за индустриальный прогресс. Так его назвало ФБР – University and Airline Bomber. В результате терактов Качинского 3 человека погибли и 23 были ранены. Умер он в тюрьме в Колорадо 10 июня 2023 года при отбывании пожизненного срока. Сейчас многие, не только неолудисты, озабочены проблемой последствий научно-технического прогресса. Например, после презентации Илоном Маском автоматического грузовика Tesla Semi, дальнобойщики США задумались о том, как скоро их профессии придет конец. А что вы думаете по поводу последствий технического прогресса? Напишите в комментариях. Всего вам хорошего, меньше сидите в телефонах, больше общайтесь друг с другом и с природой. Не забывайте подписываться, а если хотите поддержать канал, переходите по ссылке в описании.